19 декабря 1997 года авиалайнер Boeing 737-300 авиакомпании Silk Air выполнял рейс 185 по маршруту Джакарта-Сингапур. На борту лайнера находились 104 человека. В 15 часов 37 минут по местному времени рейс 185 вылетел из аэропорта Сукарто-Хатта в Джакарте и взял курс на Сингапур. Полет должен был занять 1 час 20 минут и проходить на крейсерской высоте 10 650 метров. В 15 часов 47 минут рейс 185 был на высоте 7500 метров и продолжал набирать высоту. Экипаж запросил разрешение диспетчера на следование напрямую к точке Парди. В 15 часов 53 минуты лайнер занял высоту 10 650 метров. Экипаж сообщил об этом диспетчеру и получил разрешение на следование напрямую к точке Парди. В 16 часов 5 минут внезапно прекратил запись речевой самописец. По версии Национального совета по безопасности на транспорте США, он был отключен одним из членов экипажа, предположительно, командиром воздушного судна. В 16 часов 10 минут диспетчер просит сохранять высоту и перейти под контроль Сингапура по достижению точки Парди. В 16 часов 11 минут полностью исправный лайнер внезапно опрокинулся на 180 градусов и перешел в практически вертикальное пикирование, менее чем за 30 секунд преодолев звуковой барьер 1200 км в час. Из-за аэродинамической нагрузки, значительно превышающей предусмотренную, у самолета начало разрушаться хвостовое оперение. В 16 часов 12 минут рейс 185 рухнул в реку Муси в 56 километрах от Палембанга. Удар о поверхность реки был такой силы, что от авиалайнера практически ничего не осталось. Все 104 человека на его борту погибли. Расследованием причин катастрофы рейса 185 занялись Индонезийский национальный комитет по безопасности на транспорте и Американский национальный совет по безопасности на транспорте. При проведении поисковых работ на месте катастрофы были обнаружены оба бортовых самописца, однако они прекратили фиксировать полетную информацию за 6 минут до начала падения самолета. Время было определено на основании записей радара диспетчерских служб. Было установлено, что технических неполадок, которые могли бы стать причиной катастрофы, самолет не имел, и все системы работали в штатном режиме до отключения самописцев. При этом следствию не удалось обнаружить признаков сбоя электропитания, приводящего в некоторых случаях к нарушению работы самописцев, что указывало на их преднамеренное отключение одним из пилотов. Были выдвинуты две версии катастрофы: техническая неисправность руля направления или руля высоты и преднамеренный ввод самолета в пикирование одним из пилотов. Версия о заклинивании руля направления рассматривалась по двум причинам. Поведение упавшего самолета отчасти характерно для ситуаций, при которых руль направления резко оказывается в крайнем положении. Подобная неполадка стала причиной ряда катастроф и происшествий с участием Боинга 737, произошедших несколькими годами ранее. Но вместе с тем, еще в 1996 году причина заклинивания была установлена, и на всех Боингах 737 была проведена замена сервомоторов. Кроме того, даже при заклинивании руля направления самолеты начинали переворачиваться, но не вертикально пикировать, что произошло с рейсом 185. Следователи провели серию испытаний на авиационном тренажере в попытке смоделировать поведение упавшего Боинга 737, совпадающее с показаниями радара. Наиболее точного повторения маршрута падения удалось добиться только при намеренном переводе самолета в пикирование. На основании этого и с учетом того, что бортовые самописцы, скорее всего, были отключены также вручную одним из пилотов, было выдвинуто предположение о преднамеренности катастрофы. Следователи стали внимательно изучать личности пилотов. На второго пилота, Дункана Уорда, ничего подозрительного найти не удалось. А вот на командира Цу Вэймина, как оказалось, были миллионные долги из-за игры на бирже. Все это усугубилось финансовым кризисом. К тому же, незадолго до рокового вылета Цу Вэймина собирались понизить в должности из-за того, что в качестве командира воздушного судна он пренебрегал безопасностью пассажиров, превышая скорость, например, при заходе на посадку. Кроме того, как выяснилось, что день авиакатастрофы 19 декабря был очень важным днем для Цу Вэймина.
19 декабря 1979 года он, будучи еще на службе в ВВС, должен был совершать вылет в составе пилотной группы истребителей. Но из-за неисправности своего истребителя Цу Вэймин был вынужден вернуться на базу. А все, кто был в той пилотной группе, его сослуживцы и друзья, разбились, врезавшись в гору в условиях плохой видимости. Возможно, именно он отключил оба бортовых самописца, обманным поручением вынудил второго пилота покинуть кабину и направил самолет в пикирование. Окончательный отчет расследования Национального совета по безопасности Индонезии был опубликован 14 декабря 2000 года. В нем указано, что причина катастрофы является неустановленной. Как сказал один из следователей, это было политическое решение, потому что им не понравилось, что пилот убил всех на борту. НТСБ опубликовал свой отчет расследования, в котором указал причиной катастрофы самоубийство пилота. Это был первый случай, когда НТСБ оспорил решение следователей из других стран. Смотрите также. 7 декабря 1987 года авиалайнер British Aero-Express 146 авиакомпании Pacific Southwest Airlines совершал внутренний рейс 1771 по маршруту Лос-Анджелес-Сан-Франциско. Но через 14 минут после взлета вертикально рухнул на землю около Паса Роблеса. Друзья, мы создали новый канал «Планета катастроф», где мы рассказываем об экологических, техногенных, а также катастрофах по вине человека. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории.